Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир, начало четвертого, среда. Юлия Латынина на связи. Юлия, приветствую вас. Здрасте. Друзья, всем большое спасибо, что оставляете свои вопросы. Это можно сделать в клубе зрителей Шелест. Это можно сделать абсолютно открыто под анонсом нашей встречи. Ну и, конечно, в чате трансляции, но в самом финале. А в самом начале предлагаю порассуждать вам, уважаемая аудитория, вот на какую тему. Значит, поддерживаете ли вы идею, что переговоры российско-украинские должны начаться после прекращения огня? Ну, то есть такая пауза на фронте, и тогда начинаются переговоры. Вас устраивает это или нет? В общем, такие варианты. Да, только так это будет работать. Только так есть шанс, что они к чему-то приведут, эти переговоры. Я против любых переговоров. Ну, только капитуляция, в общем, победа военная и все. Вот против переговоров. Третий вариант. Нет, это хотелка. Вполне себе нормально, вероятно, переговариваться и воевать. То есть это какая-то вот ловушка. То есть ни в коем случае, в общем, не надо это позволять делать. Ну и четвертый вариант. Я за любые переговоры. Все равно. Идет война, пауза, переговоры. Это хорошо. Это в любом случае движение хоть к какому-то миру. Вот такие четыре варианта. Этот опрос проистекает из сегодняшнего заявления Лаврова о том, что отказывается Россия, ну, как условие, да, выполнять прекращение огня, как условие для начала переговоров. Давайте на эту тему порассуждаем. Очень уж такие ветры буйные как бы несутся над нами в плане войны, эскалация бьет через край, и переговорный процесс как-то мало обсуждается. Хотя Россия говорит, мы готовы, согласно духа Анкориджа, Стамбула-2, и, в общем-то, возобновить прямые контакты с Украиной. Что думаете вы по поводу опроса, и потеряли мы переговорный процесс уже окончательно? Первое. Я вообще не думаю, что имеет смысл обсуждать переговоры на войне. Сначала надо обсуждать войну. Потому что понятно, что все, что происходит на войне, исходит из положения А на поле боя, Б, конечно, из положения в тылу, когда по тылу наносятся большие серьезные удары и той, и другой стороной. А кроме того, я считаю, что вот эта вот история, то есть я не считаю, а просто знаю, что история «давайте заморозим конфликт, а после этого начнем переговоры», это любимая позиция Евросоюза, начиная с начала войны. Понятное дело, что она не устраивает Россию, она не может устроить ни одного вменяемого человека, поскольку Россия этот суп уже ела. Собственно, это означает, что никакие санкции не будут с Россией сняты, переговариваться, то есть делать то, что они лучше всего умеют, европейские чиновники, будут до морковки на заговине. Ни одной из договоренностей, которая будет достигнута, в принципе, невозможно будет достичь и соблюсти, ну, точно так же, как с минскими договоренностями, потому что каждый раз окажется, что вот когда Вася и Петя договорились, то Сережа против, а Дима вообще не был в курсе, и что же это такое, и на кону мочала начинайте сначала, и вообще ситуация изменилась, и кто бы это знал. То есть нету никакого резона для России переносить ситуацию с того момента, где она сильна, то есть потому что Европа не собирается воевать, европейские чиновники не умеют делать ничего, кроме как болтать языками, но еще давать деньги и еще изрекать разные моральные предписания, которые на самом деле очень аморальные. Так вот, совершенно нету никакого смысла взять и отказаться от инструментов, которые, собственно, заставляют Европу говорить, и перейти к очень приятному для европейского чиновника ситуации, в которой концов не найдешь, замок Кавки, ничего не решается, но у России при этом связаны руки и ноги, и типа, ну просто зачем? Мгм. Ну, то есть. Причем добавить надо, что это европейские чиновники прекрасно знают, поэтому когда вот этот ультиматум, который был составлен по Москве по мотивам хамского письма Зеленского, был Путину выдвинут, соответственно, Киром Стармером, который уже потерял свою должность, и двумя другими европейскими лидерами, они заведомо знали, что этот ультиматум в том или ином виде многократно был отвергнут Россией, причем прекрасно понимают резоны, по которым он был отвергнут, потому что, еще раз, значит,
Еще раз повторяю, как только прекратишь боевые действия и садишь с европейскими чиновниками договариваться, эти договоренности будут продолжаться ближайшие 400 лет, ни к чему не приведут, а санкции на Россию и все остальное будет сохраняться. Нет, ну, безусловно. Если так вот резюмировать вот эту вступительную часть, вот вы бы за какой вариант проголосовали? Ну, как я уже сказала, что это абсолютная обманка, абсолютная хотелка, и этот суп Россия уже ела. Ну, то есть вот такой ваш выбор. Голосуйте, друзья. Мы в конце подведем итоги и как бы сверим, да, настроение и часы. Давайте войну обсудим, раз, скажем так, переговоры обсуждать, ну, бессмысленно. Их отвергает российская сторона, да, и внятно не предлагает сторона противная. Но как бы тут тоже такая загадка идет, да. Так получается, что Трамп уже на стороне Украины, пишет разная западная пресса, а Лавров говорит, не верю. Это вот желаемое за действительное. И вроде как, и смотрите, красиво горят НПЗ, идут удары, вот это вот все налеты. И как бы Трамп ничего по поводу обстрелов России и middle и deep страйков не говорит. Но за него говорят на страницах прессы, что вот этот вот, скажем так, новый этап войны инфраструктурный и такой, ну, против гражданских людей и гражданских объектов нацеленный, как-то вот, ну, должен его перетянуть на сторону Украины и Европы. Как вы относитесь к подобным изречениям? Там даже Киев Индепендент написал вчера, что там источник какой-то, источник сообщил, что все, поменялось мнение у Трампа, сегодня там дальше пресса пишет. Если это так, то что это меняет? И вообще, почему Трамп лично не выходит с четкими и понятными заявлениями по такому, казалось бы, злободневному вопросу? Слушайте, судьба войны решается на поле боя, и понятно, что она не будет решаться от заявления того или другого президента, тем более президента страны, благодаря которой, собственно, эта война в течение десятилетий постепенно становилась неизбежной. А любой американский президент, это надо понимать, будет на стороне Украины за исключением двух случаев. Первое, если вдруг Украина сделается сильнее России и будет существовать реальная опасность того, что, значит, Россия победит, вернее, Украина победит, и типа сделается новой большой Россией. Вот тогда, конечно, так же, как персидский царь во время Пелопоннесской войны поддерживал сначала Спарту, а потом подумал, не поддерживать ли Афины, тогда, конечно, американский истеблишмент не задумается, не поддержать ли ей, условно говоря, огрызок России за Уралом. Поскольку этого не предвидится, то существует второй вариант. Если у Америки настолько испортятся дела с Китаем, что ей нужен будет Россия как инструмент непосредственной войны с Китаем, то можно себе представить, но это как сферический конь в вакууме, что американский истеблишмент попытается сделать из России подобный инструмент. Но поскольку это маловероятно, то, соответственно, вот эти два исчезающие мелких события, исчезающие редких события, мы просто должны были упомянуть, потому что в политике никогда не говори никогда. Во всех остальных конфигурациях, наиболее вероятных, американский президент, американский истеблишмент всегда будет поддерживать Украину как оружие уничтожения и ослабления России. Все остальное – это детальки. Хорошо, но как можно поддерживать Украину, тем более, что детальки такие, знаете, очень выпуклые и достаточно некачественно точеные, их сейчас обтачивают. Я имею в виду главную такую увесистую деталь, это ультиматум Зеленского Беларуси. Вот сейчас вовсю как бы прокачивается история, приезжает Латушка, это оппозиционер, да, причем белорусский, причем вот, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси. Вот как звучит его должность. И говорит, что Беларусь никогда готова к войне, как вот сейчас. Лукашенко сам не будет нападать на соседей, только когда на территории России, Республики Беларусь появятся россияне. Поэтому тут же сейчас вовсю разыгрывается эта карта, и, я так понимаю, Беларусь ждет ударов дронами по каким-то вот этим ретрансляторам и Мусорскому НПЗ. Пойдет ли на это Зеленский, или
как бы примет модель поведения великих, я имею в виду Трампа, да, который может одно заявлять, потом немножко другое, а потом забывать, что это заявлял, вспоминать немножко позже. И, собственно, до катарсиса, до какого-то прямого удара с Украины по Беларуси не дойдет. Смотрите, если Зеленский на это пойдет, то я, конечно, думаю, что в Кремле будут потирать руки, потому что это будет подарок. Подарок во всех отношениях. Во-первых, это будет означать, что Беларусь будет вынуждена вступить в войну, потому что на нее напали. И, соответственно, у Зеленского, у которого и так не хватает людей, как это, собственно, мы видим самое главное, это что мы видим в Константиновке, что если российские войска продвигаются, это что значит? Это значит, что людей не хватает. Но если не хватает людей, чтобы держать фронт Константиновки, причем несмотря на серьезные удары по логистике, то, значит, если еще открыть белорусский фронт, то, конечно, России это будет супервыгодно. Но, впрочем, Зеленский вообще умеет делать такие вещи, которые в конечном итоге, скажем так, очень невыгодны для Украины. Вот, это первое, это для России будет супервыгодно. Второе, конечно, вот есть идеологическое измерение, потому что я бы хотела посмотреть на тех белопальтошников, особенно российских, которые протирают штаны 4 года с криком: если это российская, если это агрессия, это значит конец, нельзя обсуждать. Вот если ты агрессор, значит коллективная вина, значит коллективная ответственность, карточки заморозить, судить военных преступников, платить репарации и так далее. Я просто хочу посмотреть, как эти прекрасные ребята переобуются в воздухе и начнут нам доказывать, что нападение на Беларусь – это самое то. Ну, это Это не вот будет, совсем нет, другое. это не будет как бы агрессия, это будет самозащита. Тут же, Да. понимаете, в чем вопрос? Тут есть два таких тонких места в этих утверждениях. Тонкое место номер один. Так и Зеленский не думает, что он будет открывать там прям фронт. Он дронами постреляет, ну и все. Я тоже Понимаете? думаю, что это будут дроны. Но, тем не менее, мне будет любопытно посмотреть на тех, как, значит, эти прекрасные люди, вот как они сейчас выписывают кульбиты в воздухе и рассуждают, что мельник – это типа для национального единства Украины. Как они... как те самые люди, которые нам всегда рассказывали до 22 года, что на Украине ничего не происходит с русским языком, а те, кто поднимают этот вопрос, это просто наймиты Путина и врут. И теперь эти же самые люди нам рассказывают, что ну это же правильно, когда страна деколонизуется от кровавых колониальных захватчиков. Так вот, возвращаясь к истории с Беларусью, мне, конечно, во всем этом изумляет память аквариумной рыбки людей, которые просто вот только что сначала Зеленский принял Тихановскую, потом он стал рассказывать, что это Беларусь сейчас нападет на Украину. А когда сказал, что Беларусь не нападает и не нападает, то вдруг мы услышали ультиматум, я сам решу проблемы с ретрансляторами и так далее, и так далее. И вот совершенно поразительно, как люди, которые буквально 3 дня назад рано рассказывали, какой нехороший Лукашенко и как он сейчас нападет на Украину, уже рассказывает, и это будет какая незаслуженная агрессия-то. Сейчас, значит, нам рассказывают, как это будет, потому что Лукашенко не поддавался, ну, как вот пришлось самому угрожать. Ну и, конечно, такой момент, я вспоминаю дрон, морской дрон, который затерялся где-то у берегов Греции, и как Греция тогда возмущалась, а ей цыкнули из европейских кабинетов еврочиновников, сказали, это Украина, она имеет право на самозащиту, поэтому, в общем-то, особо не бузите. И только спустя 3 недели где-то официальную ноту написали, ну, она как бы так и на столе у Сибиги где-нибудь там пылится, может быть, и ни к чему не привело. Но ровно точно так же европейцы скажут, ну, Украина себя защищает, смотрите, ретрансляторы бьют и Мозырский НПЗ. Мне вот интересно, Европа планировала вот это, или планирует вот это истечение, вот такой исход ультиматума, или это самодеятельность Зеленского? Смотрите, одно маленькое замечание по НПЗ. Мне кажется, вот же что интересно. Допустим, представим себе, что Зеленский бьет по этим ретрансляторам или по НПЗ, и тогда европейцы говорят, что, дескать, вот это законная военная цель, потому что это помогало войне, и действительно оно так. Но возникает тогда вопрос, а те фабрики и заводы на территории Евросоюза, которые делают дроны и ракеты для Украины, являются ли они законными военными целями для России?
Это очень интересный вопрос. А что же касается того, самый вопрос на $1 000 000, планировала ли это Европа, мне кажется, что мы наблюдаем ровно ту ситуацию, которую можно назвать управляемой мягкой силой или управляемым хаосом. Что я имею в виду? Когда вы делегируете право на неадекватное поведение какому-то, какой-то и право на насилие какой-то другой политической силе, которая напрямую от вас не зависит, и каждый раз, когда она совершает что-то странное, ну, например, там вдруг перестает идти нефть по нефтепроводу «Дружба», а, которая очень сильно способствует поражению Орбана на выборах. Вы разводите руками и говорите, ну это же не мы, и это вообще, значит, нехорошая Россия поразила этот нефтепровод, и вот украинцы его не могут отремонтировать, и мы тут абсолютно ни при чем. И действительно, как бы получается, что Европа абсолютно ни при чем, но только буквально через несколько дней после того, как побеждает правильный человек на выборах, нефтепровод сам собой включается. И вот это очень технология, которую, собственно, сначала использовало американское глубокое государство, технология мягкой силы, теперь использует европейское глубокое государство. Когда вы ни за что не отвечаете, и, соответственно, если ваша... Это нельзя назвать марионеткой, потому что как бы та сторона, которой вы делегировали право на вот эти вот не всегда адекватные поступки, она же тоже вами вертит. Но получается, что именно благодаря своей неадекватности она, во-первых, стоит очень дешево, гораздо дешевле, чем если бы она велась адекватно. Кроме того, ей можно пригрозить в любой момент, особенно если там кроме неадекватности есть деньги из внешнего общака, и эти деньги хрен знает куда идут. А в-третьих, каждый раз вы можете развести руками, и вот это примерно как просто... Вот я знаю, как идут переговоры между теми людьми из России, которые пытаются добиться обмена российских политических заключенных на украинских политических заключенных, то есть тех, кто сидит за лайки с одной стороны, на тех, кто сидит за лайки с другой. И вот они приходят такой перед европейскими чиновниками и говорят, вот слушайте, вот здесь столько-то сидит за лайки, и здесь столько-то сидит за лайки, давайте поменяем. И не обязательно за лайки, это могут быть люди, которые действительно поддерживали Украину. На что украинские чиновники отвечают? Ну, это генетические имперцы. Для нас нет разницы между, условно говоря, Женей Беркович, Алексеем Навальным и Владимиром Путиным. Они все одним миром мазаны. И у нас политических заключенных нет, и менять мы никого не будем. Нас судьба этих генетических имперцев не интересует. После чего российская сторона оборачивается к европейским чиновникам и говорит, ну, слушайте, это же так нельзя, это же какой-то вот этот дикий нацизм, это же, ну, как вообще можно говорить? Люди в России сидят за то, что они были на стороне Украины, а их вот так вот вняют с говном. А европейские чиновники разводят руками и говорят, вы знаете, мы здесь только для того, чтобы помочь этим бедным несчастным людям. На Украину напали, они жертвы, поэтому им все должны, и им все можно. И так вот эти переговоры заходят в никуда, и на самом деле это очень хорошая модель всего, что случается со всеми переговорами и со всеми как бы вот такого рода инициативами внутри этой войны. Потому что каждый раз оказывается, что я не я, корова не моя, я здесь только помогаю этой бедной несчастной жертве, а если бедная несчастная жертва, допустим, ну, кости мельника привезла, или Белого орла отсылает по почте, или говорит, что Орбану она пошлет, это как там, что Орбану она Скинет адресок. скинет адресок. А это не мы. Мы за это ответственности не несем. Мы здесь только, чтобы помогать бедной несчастной жертве. Ну, опять-таки, ответственность ответственностью, но опять, ну, вот Лукашенко, получается, вот если так оценивать уже постфактум, понятно, что задним числом или задним умом все очень такие большие мудрецы, и сейчас можно как бы проводить параллели определенные. Получается, зря он отдавал этих заключенных, зря принимал письмо и запонки от Трампа, зря пытался вот это, скажем так, как мог, да, там где-то урегулировать что-то в самом начале войны, и вот и позже делал такие заявления и о мире. То есть Лукашенко же четко толкают на сторону Путина и
ну, воинствующую такую роль такого воина. Вот как вы отнесетесь к Лукашенко? Мы его видели в таком брутальном виде. Ну, понятно, он форму надевает на учение, там орешник показали, ядерное оружие. Но мы в таком брутальном воюющем виде видели его во время протестов, он там с автоматом шел, да. А Лукашенко руководитель мирного времени и Лукашенко руководитель воюющей Беларуси будут одинаково успешны для своего народа, если вот так поставить вопрос? Слушайте, я, во-первых, не верю, что дело дойдет до прямого военного столкновения. Я думаю, что дело ограничится пиаром. И, собственно, одна из причин, по которой Зеленский занимается этим пиаром, это чтобы мы обсуждали что угодно, там, Беларусь, Белого Орла, только не ситуацию в Константиновке и только не ситуацию с Виндичгейтом. Мгм. Но Лукашенко ничего не делал зря. Лукашенко оказался самый мудрый в этой истории, потому что он, как любимый мной пират династии, времен династии Юань Фаньгуйджун, все время ходил к обеим сторонам, и каждая сторона ему давала какой-то ништяк. Он на этом обзавелся даже вообще ядерным оружием для Беларуси. Это вообще я просто, извините, почтение снимаю шляпу. А то, что он отдал политических заключенных, это было, знаете, по-моему, это был тот случай, когда ты сходил в магазин, и тебе приплатили за то, что ты купил колбасу. Потому что, ну вот, ничего круче зрелища освободившегося Сергея Тихановского мы просто, извините, не видели. Вот если бы какое-нибудь злобное белорусское КГБ сказала, а что нам надо такое сделать, чтобы скомпрометировать оппозицию, то ответ был бы, конечно, давайте освободим Сергея Тихановского и некоторых еще. А если за тебя за это еще в ответ снимают санкции американские, то это просто, чтоб я так жил. Понятно. Но давайте вот как повернем наш разговор. Вот с точки зрения войны. Вот выходит Зеленский, это свежая сегодняшняя его там писанина, он демонстрирует о том, что он, в общем-то, держит руку на пульсе, к нему пришел руководитель ГУР Иващенко, да, и вот он по итогам встречи сообщает народу. Значит, Россия проводит мероприятия по перемещению систем ПВО из российских регионов в Москву и Крым на Керченский мост. Фактически именно эти два периметра россияне получили команду защищать за счет ослабления других. И в том числе и временно оккупированной территории Украины, пишет Зеленский. Мы, говорит, сделаем выводы по этому поводу. Среди недавних результативных ударов на территории России стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов в арсенале Балтийского флота недалеко от Петербурга. И вооруженные силы точно так же поразили российские предприятия, которые производят радиоэлектронику, другие компоненты на нужды российской армии. Ну, это вот удар по Воронежу, спутниковые снимки которого появились. Простите, а 60 тысяч тонн я пропустила, я просто картинок не видела. Или это только со слов Зеленского? Ну, со слов Зеленского, Они, видимо, взрывались бесшумно. недалеко от Петербурга они взрывались. 60 тысяч тонн. Это вот такое Слушайте, сообщение. мало, надо было написать 6 миллионов. Помните, как вы, так сказать, в анекдоте? А чего их жалеть, бусурман? Пиши 6 миллионов. Ну вот ликвидировали, понимаете, вот так вот. Может, как-то тихо ликвидировали. Ну, в общем... Это были уникальные просроченные боеприпасы, которые взрывались без большого шума. Понятно. Ну, понимаете, тут по поводу ГУР это вообще очень интересно, как они подают информацию. Как бы Буданов перешел, но дело ГУРа живет. Они выходят и говорят, что туши коров, зараженных сибирской язвой, Россия перебрасывает на юг, ну, туда, ближе к фронту, в эти населенные... То есть травит сама себя сибирской язвой, чтобы эта язва перекинулась на подконтрольную украинскую территорию. Это вчерашнее И сообщение. это я пропустила. Никто Это не сильно. понял, понимаете? То есть вот этого замечательного, уникального, пока весь мир, ну, как бы информационного, скажем, сообщения, пока весь мир обсуждает там руководителя
программы в Ухане, слова Тулси Габбард и ее доклад, который как бы четко свидетельствует, что очень большой процент, фактически треть, а то и может даже больше, биолабораторий, которая так финансировалась Америкой по всему миру, была в Украине как раз-таки, да, то есть на этом Слушайте, фоне очень давайте, вот как бы интересно. такое впечатление, что одни биолаборатории решили крыть другими тушами. Может быть, это тип такой подарок. Причем оба сообщения приблизительно одного и того же качества. Слушайте, по поводу слов Зеленского, у меня всегда, вот когда я вот читаю эти радостные реляции о победе, у меня возникает только один вопрос. Вообще-то ведь, когда происходит, во-первых, я не совсем понимаю, зачем президент воюющей страны разглашает секретные сведения об обороне Российской Федерации, которая в данном случае является обороной его противника, и тем самым раскрывает возможности украинской разведки. То есть либо человек делает вещи, за которые вообще-то в воюющей стране ну, по головке не гладят. У нас же вот даже и в одной, и в другой стране запрещают, и совершенно справедливо, вывешивать последствия ударов не потому, что это так уж вот никто не знает, что произошло, а ровно потому, чтобы не помогать там, тем системам искусственного интеллекта, которые все это дело совершенствуют. Я думаю, что без всяких данных, ну, там вот просто, что называется, просто без помощи большого мыслительного аппарата и большого разведывательного аппарата можно догадаться, что Россия как-то будет пытаться противодействовать как обстрелам Москвы, так и обстрелам Крыма с другой стороны. То есть я не совсем понимаю, в чем состоит как бы, если то, о чем говорит Зеленский, основывается на разведывательных источниках, то это плохо, потому что это сдача разведывательных источников. Если это основывается на логических умозаключениях, то следует ли президенту воюющей страны опускаться до высказываний, которые может позволить себе с полным правом любой блогер в Фейсбуке? Потому что, ну, несложно как бы это Ну, у него догадаться. его ресурс — это его как бы социальные сети, все уже к этому привыкли. Даже сайт президента Украины, как институция, это тоже теперь стена в соцсети Зеленского. Если мы посмотрим на эту войну, да, которая сейчас приобрела другие формы, обновленные, еще более жестокие и тяжелые, последствия для гражданских. Ну, вчера же, в принципе, Путин говорил, что свести нужно до нуля ущерб от дронов, и дал такое задание, да, вот как бы дал, видимо, не в воздух, а дал распоряжение. Извините, задание тут дать легче, чем выполнить, потому что я как-то сомневаюсь, что российская ПВО до сих пор ворон считала, и что вот типа вот они не знали, у них впервые прилетело, а так бы они, если бы знали, остановили. Ну, то есть вы считаете, что не получится? Я считаю, что не получится полностью, потому что давайте начнем сначала, потому что мне кажется, что самое важное, у нас есть, грубо говоря, два участка фронта. Один – это непосредственно линия боевого соприкосновения, где происходят очень важные для обеих сторон вещи, потому что возобновилось российское наступление. Это была абсолютно неочевидная вещь, что оно сможет возобновиться, потому что в условиях, когда у вас дроны выбивают всю логистику и всех людей на 50 километров, откровенно говоря, можно было ожидать, что будет так же, как зимой, что произойдет, ну вот как во время Первой мировой войны. Соответственно, то, что Константиновка и Лиман находятся в очень тяжелом для украинской стороны положении, может иметь только одно объяснение, а именно то, что Украине катастрофически не хватает живой силы, да собственно, и дронов на этих направлениях. Это очень важно. Почему? Это очень важно стратегически. Почему? Потому что есть европейцы, которые сравнительно недавно отсоветовали Зеленскому, вернее, поддержали Зеленского, когда тот отказался мириться на условиях Анкориджа, сказал, что никогда славянский Краматорск не отдаст, и так далее. И, соответственно, даже если мы забудем все предыдущие
ситуации, когда Зеленский мог помириться, не говоря уже о том, что он мог не допустить этой войны. Но теперь, собственно, по его обращению с поляками мы понимаем, как он вел переговоры с Путиным. Ну, теперь все очень наглядно видно. Так вот, забудем вот этот плюс-квамперфектум, будем считать только со стороны, только от последнего эпизода, в каковом Зеленский мог принять условия Анкориджа, вместо этого его поддержали европейцы, что он должен послать и Трампа, и Путина, и, соответственно, они поддержали его явно с надеждой на то, что война будет более-менее заморожена, что Путин не сможет достичь, не сможет взять Славянск и Краматорск, и тогда можно будет объяснять своим избирателям, вот видите, мы спасли Украину, все это было не напрасно, если жертвы и были, то бла-бла-бла. А если представить себе, что Славянск и Краматорск рано или поздно, ну, скажем, через 1,5-2 года берут, и при этом в Украине остается 15 миллионов человек, у нее остается полностью разрушенная промышленность, там уже поклонение мощам Мельника идет, достигло до того, что там всех заставляют, и образуется абсолютно на месте в середине Европы черная националистическая национал-деколонизаторская дыра, которая бегает и говорит, что нам все должны, мы жертвы, поэтому это и это, и, в общем, сил нет, и страна буквально разорена, а Славянск и Краматорск в российских руках, то в этот момент даже у самого, я бы сказала, такого сведомого украинца, я думаю, там в глубине души зародится вопрос – а меня не использовали как потирую бумажку и не выкинули вот эти прекрасные европейские люди? Потому что точно так же, как перед этим меня использовала Соединенные Штаты, я забыла сказать одну очень маленькую вещь, что если бы не Соединенные Штаты, если бы не их политика, в первую очередь политика Демократической партии USA, да, то Украина не превратилась бы в орудие против России. Да, просто предпосылок для нынешней войны просто не было. Так вот, возвращаясь к тому, что если Россия будет продвигаться, если Россия не будет продвигаться, если будет заморозка, то европейские чиновники смогут продать это как победу. Если Россия будет продвигаться, то с учетом того, что условия в Анкоридже были зафиксированы, то это будет тяжелый плевок в лицо и для европейских чиновников, не говоря уже о том, что это будет некоторое отрезвление, возможно, для людей внутри Украины, даже тех, которые сейчас считают, что надо воевать до границы 91 года. Это первая часть марлезонского балета. Очень важная. Вторая часть марлезонского балета заключается в том, что поскольку европейцы все это понимают, то они пытаются как-то компенсировать недостаток украинской живой силы на фронте. Делать они пытаются это с помощью технологической помощи, в первую очередь с помощью дронов, тем более, что и сам Зеленский, если первые годы войны он рассчитывал на то, что ему все дадут американцы и тем самым будут вовлечены в войну, и это станет Третьей мировой, то с некоторого времени стало понятно, что ничего не дадут, все надо делать самим, и действительно в Украине стали строить дроны, стали строить ракеты, а тут правило такое, что сколько не воруй, рано или поздно что-то построишь. И, соответственно, вот эти проблемы на фронте, недостаток живой силы на фронте, благодаря нынешнему развитию технологий будут компенсироваться за счет ударов как по Москве, так и по Крыму, так и по всем другим местам. Надо понимать, что эти удары будут только расти, что сейчас долетело до московского НПЗ, еще не раз долетит, еще не раз остановят, но еще не раз долетит. Еще куда-нибудь долетит. Вот сейчас мы зубоскалили над этими 60 тоннами взорвавшихся боеприпасов. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что где-нибудь в районе, в России сейчас вообще есть склад, в котором в технической достижимости лежит 60 тонн боеприпасов, чтобы они так хорошо взорвались. Я думаю, что эти склады или очень хорошо закрыты, или сильно рассредоточены по понятным причинам. Если, конечно, этого не сделано, то это, что называется, большой прокол, и это только просто генерала, который это не сделал, надо немедленно уволивать и просто говорить, ты чего? Ты не видишь, какая война идет?
Но понятно, что рано или поздно на какой-то склад долетит, долетела вот на Воронежский завод электроники, и еще куда-то долетит и так далее. Вот это будет одна вещь, на которую будет давить Европа и Украина. И вторая вещь, это будет, конечно, психологическая операция. Я сейчас вижу, значит, как разворачивается операция под названием «Российская элита вот-вот свергнет Путина». И вторая, после ударов по Москве, после ударов по Крыму, все страшно требуют мира, все страшно требуют капитуляции. Вот на это тоже будут давить со страшной силой и внушать, что стакан наполовину пуст, а не наполовину полон. Вы несколько раз упомянули о костях Мельника, Орла вспомнили. Сегодня шокирующая новость. Месяц назад первая леди Зеленская планировала лекцию прочитать в Польше. Отменили. Сам Зеленский не поехал на как бы такую, ну, сходку по восстановлению, которую именовали Е5, ну, тут была Евротройка со своим ультиматумом, теперь Европятерка, и там Польша тоже в этой Европятерке. И кажется, что выглядит все как какой-то провал. А если резкость навести, немножко сфокусироваться, то вряд ли Зеленский не понимал последствий, когда, ну, не переименовывал, хотя были контакты, и говорит, что Буданов и Кислица хотели, предлагали, давайте мы поедем, все уладим, там все потихоньку разрулим, поговорим, и хотя бы шум не будем поднимать. Но Зеленский сознательно пошел на это все. И вот сейчас вот мы видим такие последствия. Он же знал, что он делает. Ну, во-первых, я думаю, что до конца не понимал, потому что есть долгая привычка к безнаказанности, есть долгая привычка к тому, что вот ровно этой самой ситуации, когда, поскольку я жертва, то мне все должны и мне все можно. И, например, абсолютно то же самое мы видели с Илоном Маском, мы то же самое видели с Дональдом Трампом. Мы то же самое видели на самом деле с Польшей уже давно, потому что Польшу вытирают ноги уже давно. Напомню, что, собственно, на самом деле все-таки дело не только в героях УПА, а герой УПА – это такой чистый мотив, который даже польским политикам, которые за Украину, очень трудно, как бы сказать, это ничего страшного, давайте продолжать, как было. А все-таки на самом деле главная причина конфликта, на мой взгляд, заключается в том, что Польша в начале этой войны забыла абсолютно все старые обиды, они очень серьезные исторические, попробовала не просто начать отношения с чистого листа, а тем людям, просто о Украине, просто для Украины сделала все, включая, что она стала гигантским поставщиком оружия для Украины и проводником интересов Украины во всех странах, во всех структурах Евросоюза и НАТО. Первое, что случилось после этого, когда украинское зерно везли через Польшу, оказался системный масштабный обман, когда кидали, соответственно, польских крестьян и продавали это зерно на территории Польши. И вместо того, чтобы остановить этот, просто очевидно коррупционный, просто как бы наглая коррупционная история, причем в гигантском масштабе, когда она произошла, и когда поляки вознегодовали польские фермеры, было это накануне выборов, президент Зеленский не нашел ничего лучшего, чем в Нью-Йорке сказать, что вот там те поляки, те польские государственные деятели, которые против, они типа выполняют волю Москвы. Это очень характерный прием, потому что каждый раз, когда вы делаете благодеяние Зеленскому, вы слышите в ответ «мало», «недостаточно». Вот, извините за офф-топик, но у меня тут приятель недавно путешествовал по берегам Африки, и к нему подошла какая-то африканка и сказала: а вы что, вы белые, даете слонам по $200 в год, а нам, черным, только 20? Вот каждый раз, когда у вас образуется некоторая прослойка людей, некоторая страта, сфера,
который все объясняют, что, ребята, вам все должны, и вы жертвы, и поэтому вам все позволено, то рано или поздно как бы горшок ходит по воду и рано или поздно поскальзывается. И президент Зеленский привык, что бы он ни делал, там, посмотрим с Мендичгейтом, посмотрим, опять же, там, с этим гонькой в канадском парламенте, с десятками, с ТЦК, да, а европейцы не замечают этого в упор. И, соответственно, поскольку там, с поляками это уже долго продолжалось, я думаю, президент Зеленский считал, что или поляков это заставит съесть, или они просто не обратят на это внимания, ну, как это ели многие другие. И, соответственно, сейчас действительно, когда оказалось, что по кумулятивной причине поляки этого не съели, то это довольно сложно, потому что вот когда, например, точно так же обращались, еще Зеленский в самом начале войны обращался с российской оппозицией, которая думала с дуру ему помогать. И, значит, тогда объяснялось, что ну, тогда, когда объяснялось, что вы тут, значит, заткнитесь, не смейте ругать, если, допустим, сносят Булгакова, потому что все, что думать должен хороший русский, это, во-первых, о том, как помочь Украине, во-вторых, он не имеет права судить Украину, а Хорошим в-третьих, он... русским Булгаков тоже не нравится. Не-не, в-третьих, он генетически, значит, раб и имперец, и я просто сейчас вот думаю, вот будут ли эти аргументы применены к полякам? То есть услышим ли мы, что все, что поляк, учитывая историческое порабощение кровавой панской Польшей, замечательной Украины, и учитывая, значит, все, что было в 17-м, 18-м и так далее, все, что было, соответственно, в Галичине и Волыне, значит, поэтому каждый хороший поляк, если он хочет быть хорошим поляком, он должен помнить, что он, во-первых, является генетическим имперцем, который претендует на эти территории Украины, а во-вторых, если там что-то такое случилось в Волынской резне, то виноват он сам, в-третьих, все, о чем он должен думать, это он должен думать о победе Украины, а в-третьих, не его вообще, поляка, дело судить о том, что делают украинские власти ради, как говорил мой собеседник Венедиктов 2 дня назад, ради строительства нации. Он описывал, что вот это вот кости Мельника – это типа строительство нации, в связи с чем у меня возник вопрос, а значит, нации еще нету. Так нам же говорили, что нация это 1000 лет, а оказывается, ее Не, там ну только это строить. ремонт. Его начать можно, закончить нельзя, Юля, понимаете? То есть... Да, да, так вот я к чему? Что вот эта вот вся замечательная история, она на самом деле основывается, на мой взгляд, на одной глубокой вещи, что поляки, так же как и Трамп, никуда с подводной лодки не денутся. Потому что вне зависимости от претензий поляков к Украине, понятно, что претензии их к России значительно больше исторически глубже. А Давайте может ли, зададим себе подождите, вопрос. а может Не-не, ли, не-не, может ли быть шанс на такой исторический, ну если не союз, то союзик Польши и России против Украины? Давайте будем реалистами. Давайте. Реализм, с моей точки зрения, заключается в том, что представим себе, что Польша захочет нагадить вот сейчас Украине как можно больше. Вот из-за Мельника, из-за вот этих высказываний про Волынскую резню и так далее. Вот что может сделать Польша, чтобы нагадить Украине? На мой взгляд, ответ очень простой. Во-первых, она может выслать часть украинских мужчин, чтобы они воевали, а во-вторых, она может продолжать поддерживать Украину, чтобы она стиралась Россию. Мгм. Скажите, пожалуйста, что в этой ситуации теряет господин Зеленский? Это вот то же самое, как с Трампом. Трамп, естественно, у самого Трампа, Зеленский, простите, в печенках сидит, потому что мы только что слышали, что говорили Трампу по поводу приема Зеленского в Белом доме и с кем Зеленского сравнивали. И Трамп прекрасно понимает, что Зеленский в данном случае это орудие демократической партии, орудие Евросоюза против него Трампа. И, кстати говоря, даже вот эта вот история с Белоруссией, это тоже в том числе там, воткнуть шпильку маленькую, правда, но воткнуть ее в том числе и Трампу.
Но никуда Трампу с подводной лодки деться нельзя, потому что, как я уже сказала, grand strategy, большая стратегия США все равно будет заключаться в том, чтобы поддерживать то, что они создали, то есть уж раз они создали Украину как инструмент против России, точно так же, как, например, скажем, того же самого Мельника и Бандеру, или точнее тех же самых украинских националистов, поддерживал Гитлер как инструмент именно против большой объединенной Руси, а, собственно, куда Трамп денется с подводной лодки? Все равно продолжит. Ну, И Польша то же самое. насчет высылки украинцев уже там есть радикальные политики, они в полный рост встают и говорят, что ой, давайте-ка всех высылать. Есть такой депутат польского сейма, ультраправый, правда, но тем не менее, в общем-то, ну, Ковальский у него, как у пингвина у этого, да, из мультика. Так Зеленский будет только счастлив. Пора запустить программу возвращения украинцев из Польши в Украину. Все должны туда вернуться. Написал он у себя. Ну, резкие комментарии и другие делал в адрес Украины и Зеленского. Он там оскандалился с криптовалютной биржей. Его вынудили, так сказать, ну, уйти, собственно, из власти по этому поводу. Потому что биржа это заблокировала деньги, украла, короче, деньги. Но тут же другой момент. Вы заметили, что как-то вот никто не говорит об УПА, о героях УПА? Ну, точнее как... Как никто не говорит. Я Нет, только и слышу. Нет, никто не говорит. То есть с украинской стороны они как бы молчат. Ну, то есть, это наше дело, мы имеем право, короче, суверенитет у нас вот такой. И тут уже все начали говорить про орлов, про воинов УПА, именем которых, героев, да, имени которых названа бригада сил специальных операций, ну, не бригада, а подразделение, ну, как-то, знаете, как-то вот в сторону, в сторонку. Как вы думаете, вот все-таки ничего не ответили вы по поводу, ну, я не понял, например, по поводу союза, России и Польши. идеологического, да, союза. Потому что вы так говорите, что вот там голосов хватает. Одни начинают уже разгонять, что поляки жадные, все делают из-за денег, другие выбрасывают польские продукты, типа флешмоб. Как он говорит, у меня нет орденов и медалей, я продукты польские в мусорку выброшу. Запускают по соцсетям. То есть... Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Ведь это же проблема, та, которая у России сейчас. Ну, вот это вот, я имею в виду, ну, там, скажем, гуманитарная. Общая проблема. Нет, смотрите, союз России и Польши, мне кажется, ситуации достаточно... Ситуации невозможные, будем честно говорить. Особенно, еще раз повторяю, что Украина играет роль ослабления России. Почему бы не поддерживать Украину? Именно потому, что она тем тратит себя. Это как бы и нашим, и вашим, это как бы просто одной пулей убивается двух зайцев. Другое дело, что я считаю, я надеюсь, что эти отношения будут нормализованы, потому что у России и Польши есть свои страшные исторические проблемы. И, например, когда я вижу, как в Катыни в дни вот этого страшной годовщины организовывают выставку, которая не больше, не меньше называется, по-моему, «10 веков польской русофобии», я думаю, скажите, пожалуйста, нахрена? Я сейчас о моральных аспектах даже не говорю, я просто вот, обращаясь к российскому руководству, говорю о чисто практических аспектах. Скажите, пожалуйста, ребята, когда у вас такой редкий случай оторвать Польшу от Украины, очень сложно было вообразить в начале войны, очень много усилий приложил Зеленский, просто экстраординарное. Вот попользуйтесь этим, но для того, чтобы этим попользоваться, не надо организовывать таких выставок. Это как минимум. Лучше всего, еще раз, правда, надо сказать, что действительно формально можно сказать, что Россия действительно признавала, просила извинения, даже публиковала материалы, но мы точно так же понимаем, что неформально Россия последние годы там то какие-то безумные допросы НКВД публиковала, то еще что-то, в общем, нехорошо себя вела. И, конечно, поляки, у которых ну, это страшная тема, когда у вас расстреляли 40 тысяч цвет польской нации. Ну,
Но для того, чтобы люди это... То есть люди очень многое готовы забыть, и люди очень многое готовы простить, ну, например, там, Израиль немцам, но только не в том случае, если вы бегаете по поляне и говорите, да нет, это все вранье. А, Очень интересный, вы тоже коснулись этого, давайте более предметно поговорим на этот счет, оказался уход Стармера. Он теперь с приставкой ИО говорит там, до осени все быстро, я там быстро уйду, с женой буду, так сказать, общаться больше с детьми, вот, как говорится, на покой почти, на такую политическую пенсию отправился. Значит, сообщают, что экс-мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем стал единственным кандидатом на пост лидера лейбористской партии, ну и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Был там еще Даррен Джонс, который соратник Стармера, но он отказался от участия в выборах, поддержал, собственно, Бёрнема. И все как-то разводят руками и говорят, ну что, ну поменяли, ну одного на другого, ну побыл Стармер, теперь будет другой. Политика, мол, Британии не изменится. Это, ну, аксиоматично или все-таки могут быть нюансы? Мне кажется, что европейская бюрократия, в данном случае Великобритания, проходит по тому же разделу, хотя и не является членом ЕС, мастерски овладела искусством переставления кроватей в борделе. И, собственно, вот мы уже не первое десятилетие наблюдаем эту уникальную ситуацию, когда каждый раз политик, который побеждает на выборах, помните, это, собственно, первой была Россия, когда в 96 году с рейтингом 5% победил, тем не менее, Ельцин, потому что весь истеблишмент был на его стороне. Вот абсолютно те же самые технологии, еще более продвинутые, мы видим, когда политики каждый раз имеют рейтинг 12, 16, 18%, и каждый раз после них приходит такой, что о предыдущем вспоминают люди с нежностью и говорят, слушайте, по сравнению с тем-то еще и этот был неплох. Так что я не сомневаюсь, что человек из Большого Манчестера, я просто вам рекомендую посмотреть, сколько сейчас в Большом Манчестере мусульман и какие они силу имеют, что он по сравнению с ним мы с нежностью вспомним о господине Стармере, который нам рассказывал о большом вкладе ислама в историю Англии, который, соответственно, у которого людей арестовывали за лайки, в том числе давали серьезные слова, и который боролся с исламофобией и все такое прочее. С нежностью вспомним. Поменяйте мои слова. Ну а Зеленский? Кстати, в Украине, слушайте, это даже я тогда, это же совершенно одна потрясающая вещь. Я даже спасибо большое Александру Штефанову, который сделал об этом потрясающий ролик о том, что происходило с русским языком в Украине, потому что российские прозападные силы, российские независимые силы, все время же как говорили, и я вместе с ними говорила. Ну, слушайте, что вы нас мучаете с тем, что происходит в Украине с русским языком, это все вранье, это все путинские сплетни, потому что Украина демократия, и если бы, значит, у украинских граждан была бы какая-то потребность, то они бы типа за это проголосовали. И вот только после ролика Штефанова я поняла, как это хитро было сделано, что абсолютно каждый украинский президент, за исключением Ющенко, который побеждал на выборах, обещал ровно это. Он обещал или равные права русскому языку, или государственный статус русскому языку. И абсолютно каждый украинский президент, включая даже Януковича, который приходил к власти, засовывал эти обещания себе куда-то в жопу, иногда потому, что их реально не собирался соблюдать, и просто это было вранье, а иногда, в случае, например, Януковича, я думаю, просто он встретился с таким лобби, с таким давлением, что он подумал себе дороже. Ну, закон о региональных языках он, тем не менее, принял, это как бы в усеченном виде. А вот это абсолютно тот самый кейс, когда человек приходит к власти под одними лозунгами, и Порошенко побеждал не на лозунгах войны с Россией, он потом стал. И потом его сметает буквально Зеленский 73% за то, чтобы, значит, как-то наладиться. 180 разворот на 180 градусов. Вот это и есть современная абсолютно
западная бюрократия и современная мягкая сила, когда народ добровольно с песней: ой, а как это мы, за кого же это мы проголосовали? А как это? А мы против. И дальше заголосуют, и выходит то же самое. Просто понимаете, тут какая история? М, Обман народа, который обманываться рад, он же свойственен не только там Украине, украинцам. Да, это в принципе такая тенденция. Ну, на Америку, если посмотреть, да, на Дональда Федоровича. Ну, тут тоже как бы приходил... А если посмотреть на Афины, скажу вам по секрету, время Понимаете? Пелопоннесской войны. И поэтому тут как бы дело не в этом. Вопрос в том, в чьих интересах действует тот или иной руководитель. Британцы негодуют, британцам не нравится и исламизация, и экономика тоже не нравится, но британцы ничего не могут сделать. Они туда-сюда и окажутся вообще в меньшинстве, если уже не оказались, ну, судя по выбранным мэрам и так далее. А, Как эта отставка и вот этот процесс может повлиять все-таки на войну в Украине? Может ли Британия погрузиться во внутренние проблемы, ну и, в общем-то, Украину отставить на задний план, призабыть на ненадолго, а может и навсегда? Ведь все-таки одно дело, конечно, посмеиваться, но с другой стороны смешного ничего нет, когда раз через раз по российским ток-шоу кричат: а давайте Посейдоном по Темзе, по Лондону, или, например, там Сармат выпустим. Это ведь тоже как-то нездоровая атмосфера. Нет, одну секундочку. Что кричат на ток-шоу, это вообще минусуем, потому что это несерьезно. Мы уже... давайте вот все это минусовать. Или давайте затеем серьезный разговор, а так как устроена современная, на, с точки зрения нейрофизиологии, современная мозг вот этого человека, который бедный потребляет новости и думает, что он потребляет новости. Он потребляет новостной джанк-фуд. И у него от этого просто меняются, извините, связи в мозгу, и он перестает воспринимать серьезную информацию, потому что ему под видом новостей скармливают вот этот джанк-фуд, а человеческий мозг, он эволюционно заточен на то, чтобы очень большое значение придавать новостям, и он радостно ест что-то новое, он радостно учится и говорит: о, это значит что-то новое. И вот когда ему под видом этого нового скармливают джанк-фуд, он начинает как наркоман жать на рычажок, и все время ему хочется, значит, с одной стороны, условно говоря, зрителям российского ток-шоу слышать, что завтра прилетит с Посейдон по Темзе, даром, что этого Посейдона еще нету, а зрителям этого самого украинского телемарафона хочется слышать, что завтра Шойгу свергнет Путина, и если ему сказать, что, знаешь, этого не произойдет потому-то и потому-то, потому-то, он искренне на тебя обидится и сочтет, что ты совершаешь просто преступление против нейрофизиологического Путин в строения его мозга. холодильнике. Да, а Путин в холодильнике. Да, вот у одних Посейдон, у других Путин в холодильнике. Вот, так что мы здесь занимаемся с вами серьезными вещами. Поэтому я думаю, что английский истеблишмент не очень на это обращает внимание. Английский истеблишмент обращает внимание на другое. Пункт первый. Англия потеряла свою империю. Ей обидно, что какие-то клочки у России сохранились. Они бы хотели уж тогда типа ни нашим, ни вашим. У соседа тоже должна корова сдохнуть. А второе, конечно, Англия не забыла там Литвиненко, Скрипалей, Солсберецкого шпиля. И, на мой взгляд, это вот тоже было лишнее. Несоразмерно, что называется. Удовлетворение от Солсберецкого шпиля ну, как бы вот оно сейчас оборачивается такой твердой позицией Англии. Англия будет придерживаться этой позиции, вне зависимости от того, вообще вот консерватор, не консерватор. Там, извините, за время украинской войны сменилось уже такое количество премьеров. Все придерживались, соответственно, одной и той же позиции. И поскольку она объясняется, как я уже сказала, стратегическими императивами и желанием истеблишмента, и в том числе, конечно, ну, понимаете, на России можно хорошо покататься. Вот с исламом бороться сложно. Проще бороться с исламофобией. Вот борются с исламофобией и с Россией. Две очень успешные, значит, Да, метода борьбы. очень успешная. Юля, вот такой вопрос. Как вы думаете, Стамбул-2 жив? Чего? Это кто? Стамбул-2 жив?
Это типа Анкориджа, что ли? Ну что, вы забыли, что такое Стамбул-2? Меньше года назад были делегации в Стамбуле, Мединский, с украинской стороны Умеров. Они подписывали меморандум. Ну, то есть российская сторона сейчас вчера буквально устами Лаврова, Путина говорят, ну да, пожалуйста, на базе Стамбула. То есть начнем с того места, где мы остановились. А, Так жив Стамбул второй? Или уже столько воды утекло, что, в общем-то, к меморандумам никто возвращаться не будет, и стамбульским вот этим историям, первом Стамбуле, втором Стамбуле, можно позабыть и на них поставить крест. Тут же Мельник, ну не тот, который Косси, а тот, который Прион от Украины, он говорит, что а мы теперь не шибко хотим по линии боевого соприкосновения останавливаться. Вообще это большой компромисс с нашей стороны. Мы, может, новые какие-то условия, ну, в общем-то, выдвинем. Да-да, это вот, конечно, вот ровно из этой же серии, что по мере того, как пациент приближается к терминальной стадии, доза наркотика, которой он должен травиться, она должна повышаться вот, в связи с той самой нейрофизиологией, о которой я вам только что говорила. Смотрите, в теоретическом смысле стамбульские условия, безусловно, живы, потому что Россия много раз, Путин много раз говорил, на каких условиях он будет заканчивать эту войну. И эти условия там плюс-минус, как ни странно, со времен Стамбула не очень менялись. То есть, коль скоро там что-то есть, то в тот момент, когда это надо будет, это вытащит. Но он совершенно очевидно сейчас мертв, потому что, ну вот, например, тот ультиматум, который предложили 3 европейских лидера, из которых один уже ушел в отставку, значит, не имеет никакого отношения к тому самому Стамбулу. А кроме того, я хочу обратить на вас еще одно очень внимание. Не знаю, обратили ли внимание наши слушатели, почему тогда развалились стамбульские переговоры. Хотя вроде бы как бы, ну, на самом деле, все очень тут любят, то мы тут переговариваемся, мы тут скоро что-то достигнем, всегда можно на этом попиариться. А тогда Мединский просто в одни ворота вынес с точки зрения пиара украинскую делегацию. Он совершил невозможное. Да? Вот он на поле пиара тогда просто переиграл Зеленского и всех остальных, потому что когда вот была эта история с бедными украденными украинскими детьми, и тут Мединский вытаскивает список, я не помню, сколько там было, ну, в Ну общем, да, да. очень не... Можете сейчас проверить, чтобы я не ошиблась и не назвала правильную цифру. Вот прямо проверьте, какую цифру там было детей. И Мединский вытаскивает список детей и говорит, вот вы знаете, нам говорили про 20 тысяч украденных в страшной России детей, а вот этих детей столько-то. И после этого, если вы помните... Полный список, который Украине передали тогда, да, это 339 детей, это всего. А Украина заявляла 200 тысяч, 20 тысяч, да. Да. И вот тогда Мединский, во-первых, один раз уделал, соответственно, украинский пиар, а второй раз после этого, если вы помните, начались обмены, то есть он предложил обмен, и обмен телами павших, и там соотношение было страшное, чудовищное. Понятно, что это не то соотношение, которое реально между павшими с обеих сторон, просто потому что Россия наступает, за ней остается территория, и за ней остаются тела павших. Но соотношение было страшное. И все вот, значит, вот рассказы о каких-то миллионных потерях, которых несет Россия, в то время как нет никаких потерь, или очень маленькие с украинской стороны, они под вот этим вторым медийным ударом, они рухнули. У меня до сих пор ощущение, что одна из причин, по которой тогда свернули быстро переговоры в Стамбуле, потому что, значит, выяснилось, что Мединский, по-моему, это единственный человек, который может бить Зеленского на его поле его же оружием. Причем это более как бы качественный пиар, потому что это же не строка в соцсети, это не заявление, а это вот, Ну да, вот это, вы это, знаете, это не 60 тысяч тонн боеприпасов возле Петербурга. да, это вот у нас бумажка, их 339 или 6, я забыла, вы сказали. А вот у нас список людей, которых мы хотим поменять трупы на трупы.
Я почему про Стамбул, вот так вот сейчас мы подведем итоги голосования и к вопросам зрителей перейдем, потому что для меня было, если честно, каким-то откровением. Оказывается, Стамбул организовывал Герхард Шрёдер. Он так и говорит это в своем интервью, говорит, да, вот он принимал участие, стоял, как говорится, у истоков. А эта ситуация, которая прояснилась, да, она ведь как-то по-другому сейчас вообще как бы фигуру Шрёдера нам показывает, и упоминание его, Шрёдера, Путиным в контексте там, с кем бы от Европы говорили бы, ну вот с таким, как Герхард Шрёдер. Слушайте, ну это прям интересно, но кроме интересности, что это нам дает? Слушайте, по поводу того, что Шрёдер организовывал Стамбул, я думаю, что если мы возьмем интервью примерно у половины действующих и недействующих политиков и еще каких-нибудь и людей, которых интервью не дают, они тоже скажут, что они организовывали Стамбул. Это не самое главное. А второе, понимаете, на Шрёдера всегда показывали пальцем и говорили, что вот там Путин купил Шрёдера, ай-яй-яй. А сейчас как-то я гляжу на пейзаж после битвы и думаю, что по сравнению с Путиным, который там удалось в розницу приобрести некоторое количество европейских деятелей, а количество людей, которых в России и в Украине удалось приобрести, причем не обязательно, знаете, за наличку, а удалось приобрести там как проводников своих идей и как там отдать им глаза, которыми ты глядишь на мир. Вот, но, по сути говоря, там вся российская элита до войны и вся украинская элита. А Путину предъявляют какого-то несчастного Шрёдера. Я теперь как-то, знаете, немножко переоценила вот эту вот историю. Мгм. Да, друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего вопроса. Значит, поддерживаете ли вы идею, что перед переговорами нужно прекращение огня? 9% да, только так будут работать эти переговоры. 17% я против любых переговоров, только, ну, в общем, война до капитуляции, или, как говорил как-то Зеленский, до последнего деда в последнем селе. Потом эти слова так пророчески, как бы рефреном, да, на реальности. Погодите, это он когда сказал и о чем, то есть в каком контексте? Мы будем воевать до последнего деда в последнем селе, ничего Путину не отдадим. Это, по-моему, был 23-й год. То есть это раньше еще сказал. А сейчас вот этих дедов отлавливают и, собственно, отправляют в окопы, в ТЦКшники. 35% считают, что это хотелка, поэтому не поддерживают эту инициативу. Ну, а 39% считают, что вот надо хоть тушкой, хоть чучелом, но переговоры всегда это хорошо. Их надо начинать открыто, двухсторонние, трехсторонние. За любые переговоры 39%. Люди видят, что это хотелка, но у них у самих у всех есть хотелка, чтобы побыстрее этот дурдом закончился. А он не заканчивается, Юля. Ну, так слушайте, еще раз повторяю, уже то, что я говорила. Пункт первый. Хотелка Евросоюза, что давайте заморозим, а потом будем переговариваться до морковки на заговение, она неосуществима, если, естественно, Россия не потерпит каких-то серьезных поражений, пока оно того не видится. Вторая позиция, ну, давайте переговариваться, или позиция, она такая, знаете, беспроигрышная. Я хочу остановить бойню, мы за мир, мы за то, чтобы, значит, не умирали дети. И, с одной стороны, очень трудно чего-то возразить, но с другой стороны, потому что она очень эмоциональная, но я, во-первых, хочу обращать внимание наших слушателей, что вот на это там, давайте переговариваться, чтобы переговариваться. Это как раз любимая тема европейских бюрократов. Ну, чтобы мы тут, значит, хоть как-то участвовали, фигуряли. Мгм. А то без нас же яйца не вскипятят. Мгм. Вот. И, как я уже сказала, понятно, что судьба этой войны решится на поле боя. Точнее, на двух полях боя, потому что раньше это была только линия боевого соприкосновения, а теперь это еще удары обеих сторон по тылу, причем растущие удары, естественно, Украины по российскому тылу.
и, соответственно, выбивание логистики, там, выбивание многое чего. И все остальное будет только оформлением этого дела. До тех пор, пока главная сторона, одна из главных сторон, поддерживающих эту войну, это Европа, не несет никакого даунсайда, не несет никаких рисков за то, что она поддерживает Украину, нету никакой причины Европы остановиться, поддерживать Украину, кроме того, если там в Европе что-то сильно не переменится, не знаю, денег перестанет хватать, там придут новые политики к власти, что в ближайшей перспективе маловероятно и так далее, и так далее. А кроме того, до тех пор, пока президенту Зеленскому, который теряет свою власть в случае остановки войны, не хочется терять свою власть, а я не думаю, что он когда-нибудь ее захочет потерять, учитывая все последствия, то, соответственно, ну, о чем мы реалистично говорим? Да, значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Начнем с сообщества YouTube. Юлия, как обычно, Блиц. Очень просим, Ну, чтобы больше вопросов пройти. Ну, а там как получится, понятное дело. Поехали. Петр. Вопрос. Юлия Леонидовна. Сенат Конгресса США принял резолюцию, обязывающую президента вывести Сенат вооруженные... Конгресса Да, или Конгресс Сената? Конгресс Сената, Сенат Конгресса. Да, Значит, да. силы из конфликта с Ираном. А что, так можно было? Мы наблюдаем прецедент остановки войны? Простите, а что Конгресс Сената или Сенат Конгресса? Понял, я как-то так услышала эту формулировку и не Резолюцию, поняла. обязывающую Трампа прекратить огонь, вывести из зоны конфликта вооруженные силы Америки. А что, правда? Ну, правда, сегодня Трамп реагировал на это, понимаете, говорит, ах А, он вы... как... а это же он несколько раз, уже какое-то достаточно долгое время что-то принял. Но, насколько я понимаю, поскольку там войны нету, то Трамп имеет полную президентскую власть послать Конгресс Сената туда же, куда Сенат Конгресса. Это да. Так, значит, вот такой Извините, вопрос. я добавлю, я обращаю ваше внимание, что именно поэтому сейчас нигде нет войны, а есть всюду специальные мирные операции. Мы вот, значит, смеялись над словом СВО. А обратите внимание, что американо-иранская тоже никакая была не война, а как это называлось, не знаю, специальной гуманитарной какой-нибудь операции следующую назовут. Потому что если ты ведешь войну, типа ты агрессор. А если ты тут проводишь ограниченную операцию ограниченным контингентом, то типа, ну это же не война. Мгм. Значит, как-то незаметно бежит время, пишет пользователь, и уже можно отмечать 30 плюс лет постсоветской России. А это половина периода существования СССР, на минуточку. Невольно возникает сравнение достижений за аналогичные периоды и результат в пользу Союза. И если ранний Путин вызывал уважение даже у оппонентов, то сейчас полное недоумение. Одни эксперты утверждают, что он в информационном вакууме, другие, что держит ситуацию в своих руках, третьи, что он добрый и мудрый, хотя потери у России на всех фронтах. Как девушка с большим жизненным опытом, можете ли вы, Юля, объяснить происходящее в верхах? Это такая затянувшаяся многоходовочка или банальная деменция, и мы непонятно чего ждем от, увы, пожилого человека? Вот такой вопрос. Ну, первое, относительно СССР и России, Российская Федерация благодаря Ельцину является государственным обрубком. Это то, что в терминологии западной называется rump state. Другим таким государственным обрубком является Украина. И, собственно, одна из причин такого обихаживания Соединенными Штатами Украины как раз и заключалась в том, чтобы эти два государства обрубка никогда не срослись. И если бы, скажем, Китай после 91 года был разделен на две части, или если бы Соединенные Штаты после 91 года были разделены на 15 частей, мы бы посмотрели, как эти страны развивались. Это первое. А просто дело в том, что в 91 году нам сказали, что это не важно, что вот гигантская страна, историческая общность распадается на 15 частей. И выяснилось, что это важно. А что те люди, которые нам это сказали, которые были демократы, либералы и прозападно настроенные, большей частью они, конечно, естественно, искренне заблуждались, но в тот момент, когда они поняли, что они заблуждались и что это имеет значение, они начали врать. Это во-первых. И просто открещиваться и выводить все новые и новые объяснения. Что касается Путина,
что если сравнить то, что представляла из себя Россия где-нибудь, скажем, в 94-м или даже 97-м году, и посмотреть на Россию, скажем, в 11-12, то просто мы видим гигантский рост ВВП, а гигантский рост того, что можно назвать порядком. Вот просто элементарным порядком, когда ты идешь по улице и больше не боишься, что тебя собьет бандитская тачка, и после этого ты еще будешь виноват. И, собственно, на этом была основана первоначальная популярность Путина. А в действиях Путина мне очень сложно отличить те вещи, с которыми я согласна, от тех вещей, с которыми я не согласна, я вам скажу честно. Потому что одни являются продолжением других, и каждый раз, когда государство получило настолько глубокий удар и разрушилось просто вот до основания, кстати, как то же самое, что произошло в Украине, то, как правило, когда вы его собираете снова, то когда вы делаете из полицию, а не там услуги, там, а не полицейских, которые сдаются в лизинг бандитам. Когда вы заставляете бизнес платить налоги, а там делаете какую-то единую систему, потому что просто налоги до этого у вас никто не платил, то каждый раз, когда государство вот такое снова наращивает мускулы, оно, естественно, кончает чрезмерной централизацией и кончает тем, что ну, я теперь вот обеспечила порядок на улицах, то, что, условно говоря, бандиты ларьки не крышуют. И теперь я сама буду крышевать ларьки. А еще раз повторяю, с моей точки зрения, ну вот, наверное, самое серьезное, то есть вот я могу сказать, что с моей точки зрения, что самое лучшее сделал Путин, это восстановление нормальной банковской системы, это там прекращение бандитизма, вот прямого бандитизма, это создание прозрачной налоговой системы. Самое плохое, что он сделал, он не сумел удержаться, и он очень много бизнеса отнято силовиками, и это очень плохо. И второе, самое плохое, что он сделал, вот он не сумел, как я уже сказала, было очень сложно в существующих исторических условиях, но никто не говорит, что руководить государством – дело простое. Он не сумел найти вот этот баланс между дерзновением, наглостью и хуцпой олигархов, которые были главной движущей силой развития и трансформации России и действительно очень быстро ее трансформировали, вот этот кровоточащий обрубок, во что-то приличное. И он не сумел сделать так, чтобы вот эту вот ядерную энергию олигархов направить в мирное русло. А он их просто всех задавил. И в процессе он сделал благодаря этому Россию непривлекательной, например, недостаточно привлекательной моделью развития, скажем, для той же самой Украины. Потому что, скажем, украинские олигархи, которые очень много значили в Украине, глядели на Россию и думали, так, если мы, значит, присоединимся к России, то меня либо посадят Ходорковского, либо хотя бы крылья обрежут. Ну, у Путина Ходорковский, у Зеленского Коломойский, оказалось так. Так мы же сейчас не о Зеленском говорим. Мы Нет, говорим именно о модели раз. Вы говорите, что непривлекательная модель, да? Так мы в эту путинскую модель и двигаемся. Конечно, И война... конечно, Зеленский подражает Путину, Да. причем во всем, от пропаганды до пиара, до, естественно, консолидации власти. Но обращаю ваше внимание, что копия гораздо хуже оригинала. Она просто несравненно худшего качества. То есть, если сравнивать Путина и Зеленского, хотя бы по той простой причине, там уже не говоря о как бы личном интеллекте, я просто еще одну простую вещь скажу, что авторитарное правление, когда оно уже устаканилось, и когда оно начинает думать не только о собственном дворце, а о том, чтобы, значит, как-то величие державы, это одно. А авторитарное правление в период первоначального накопления, вот у Зеленского сейчас идет период первоначального накопления. Угу. Они в 22 году, когда речь шла о
о том, где когда российские войска стояли в Ирпене, да, они продолжали обсуждать, как они будут дома отделывать. То есть люди решали стратегические проблемы, а их стратегические проблемы, оставаться или не оставаться в Ой, Украине войны, нет, зависели эти слушайте, тут стратегические вообще решения от того, мы будем сидеть на внешнем Тут общаке или нет, и не потеряем вообще ли власть. одна из гадалок, Мария Тихая, рассказала, что там с министром баловалась, так сказать, мужчина-заменителями, ей за это платили деньги, что там она могла и по большому, и по малому сходить как бы на человека при власти. И это все во время войны. Вот такое стратегическое мышление, видите, как так сказать. Ну, слушайте, я бы все-таки сказала, что это скорее анекдот, потому что личные сексуальные вкусы не выбирают. А я думаю, что внутри российской элиты тоже какие-то... И вообще не важно, что делается в спальнях. А я вот о стратегической вещи, что в тот момент, когда Зеленский в 22-м решал, мириться или не мириться, для него это был вопрос потерять особняк, потерять внешний общак и потерять власть. Да нет, есть разница все-таки. И спальни тоже имеют значение. Это когда смотришь на этих бездетных европейских, и не только европейских, и разных там товарищей, у которых детей никогда не было, то есть ни жен, ты понимаешь, ну, этих одиночек, да, ты понимаешь, что у них другое мировоззрение, да, то есть, и, соответственно, их принятие решения совершенно другие. Ну, я согласна. Я скорее из чувства противоречия. В общем, клубничку просто, да, как-то опускаться, да, обсуждение Чего этих, опускаться? на самом деле, Подниматься. таких безумно интересных деталей. Подниматься, почему опускаться? Так, синяя борода, Юлия, что скажете? Синяя борода — это ник человека. Русская оппозиция в изгнании за последний год потеряла интерес к себе, и расследование уже не интересно никому. Вопрос, как вы считаете, почему? И второе, на что у них теперь надежда, если после смерти Навального на поддержку россиян рассчитывать не приходится? В чем их суть теперь? Вытягивать гранты и тупо их отрабатывать? Благодарю, Александр, всем добра. Ну, слушайте, российская оппозиция, она вот как раз оказалась в этом неприятном положении. Будем даже говорить не оппозиция, а люди, которые всегда были прозападно ориентированы. Кстати, помимо оппозиции, это было гигантское количество российской элиты. До 22 года они там жили в системе координат, в которой самое главное была оценка Запада. Я это без какого-то минуса говорю, потому что понятно, что если ты, допустим, бизнесмен, то ну, у тебя IPO на Западе. Там. Запад победил в холодной войне. При всей широкости этого слова Запад, мы вот сейчас используем систему западных координат и систему ценностей, и вот это хорошо. И, собственно, в 22 году произошло две очень серьезные вещи. Во-первых, те люди, которые были абсолютно вот ходили с западной линейкой и все оценивали так, как говорит правильный чиновник, не со зла, а потому что они так думали. Ну, например, они думали, что в Украине нет никаких проблем с русским языком, потому что это же демократия. А если кто-то что-то такое говорит, то он, наверное, путинский агент. И вот то, что победил Майдан, это, разумеется, там не хороший Янукович или Путин в Майдан стреляли, а Майдан все равно победил. И как же, кто смеет говорить, что там за этим помогали какие-то западные страны? Это была свободная воля свободных людей. Вот люди, которые вот все вот это примерно верили, в том числе ваш покорная слуга, да, почему мне так легко говорить на своем собственном примере, они получили удар копытом в лицо, когда там, Зеленский им сказал, идите, возвращайтесь и свергайте Путина, когда началось празднество по поводу акулы, ну и когда дело дошло до свержения памятника Булгакова и возвеличения костей Мельника. Мгм. И тут у этих прекрасных людей встала такая дилемма. То есть у них стал один путь – признаться, что, ребят, кажется, мы тут что-то не понимали, что-то неправильно оценивали, и мы сами и нам другие рассказывали об Украине, ну, примерно то, что BBC рассказывала о Газе. И проблема наша заключается тройная. Во-первых, мы не понимали, что происходит в Украине. Во-вторых, мы видим, что этот дискурс скрыто поощряет европейское и американское чиновничество.
То есть вот это самое худшее. И в-третьих, оказывается, наше заблуждение, оно уходит корнями, ну, еще в тот самый момент, когда в 1994 году в Украине без всякого Путина происходили в Крыму, в Луганске, в Донецке референдумы о том, что там русский язык надо сделать хотя бы региональным, а Крым говорил: пошли вы в жопу. И мы как-то этого в России не замечали. То есть вообще, например, тот же самый Ельцин, который, как я уже сказала, разделил страну на 15 частей, которая собиралась 300 лет, мог бы поглядеть в ту сторону и тоже сказать свое веское слово, и сказать там типа: «А вы знаете, иначе газ не будем давать. Вы уверены, что вы делаете правильно?» Но Ельцин, вся российская независимая пресса этого предпочитала не замечать. И когда в 22 году они столкнулись с жесткой реальностью, то у них было два выхода: или признать свои системные ошибки и сказать, что, оказывается, то, что они принимали за свободу, было системной левой идеологией, которая победила в Украине и которую насаждают у них. Или продолжать врать и просто те вещи, которые они раньше говорили, типа в Украине нет никаких проблем с русским языком, начать говорить: ну правильно, Украина деколонизуется, потому что это несчастная нация, которой, значит, навязывали русский язык, а деколонизаторов, а когда страна деколонизуется, она всегда избавляется от языка колонизаторов, что, кстати, является абсолютным враньем, потому что Соединенные Штаты, отделившись от Англии, не избавились от языка колонизаторов и не перешли на иракезский. Но это, собственно, не важно. И вот, более того, эти люди, большинство из них, выбрало второй путь, и более того, их поставили еще большим раком, потому что их заставили подписаться под всеми абсолютно совершенно безумно левыми национал-деколонизаторскими тезисами, тезисами типа того, что там, если в Украине происходит что-то не то, например, с Мельником, мы вообще не имеем права это говорить, а должны только помогать Украине. Тезисами, вот как помните, тогда сломали телеканал «Дождь», что вообще запрещено Слякоть. говорить... Да, что вообще запрещено выражать сочувствие российской армии. То есть то, что совершенно нормально, потому что в каждой стране выражает сочувствие своей армии. Это и даже когда, условно говоря, заставили принять абсолютно вот этот безумный национал-деколонизаторский дискурс, который меня вообще поражает, потому что, я понимаю, когда Афины и Спарта воюют, понятно, что Афины не будут сочувствовать, афиняне в этот момент не будут сочувствовать спартанцам, а спартанцы – афинянам. Но мне трудно вообразить, что, значит, кто-то из них прибежит и будет говорить: а они не эллины, или наоборот, мы не эллины, да, а эллины – они генетические рабы. Так вот, и дискредитировав абсолютно себя и подписавшись под всеми хотелками, которые боялась озвучить сама западная бюрократия, потому что даже западная бюрократия сейчас нигде не выдвигает лозунгов границы 91 года, суд над военными преступниками, репарации и расчленения России. Например, российская делегация в ПАСЕ, то есть некая единственная делегация, которая уполномочена западной бюрократией типа представлять антивоенных россиян, под этими лозунгами подписалась. А все остальные засунули язык в жопу и даже не осмелились поругать, потому что я думаю, что многие не согласны, но они засунули язык в жопу и ничего не говорят. Значит, соответственно, возникает вопрос: а кого представляют эти люди? А кто с ними будет договариваться? Вы знаете, это хорошие вопросы. У меня всегда возникают вопросы, особенно, знаете, давайте просто не с политической точки зрения, перепрыгнем. Я понимаю, там есть свои нюансы и специфика, но вот так вот образно тоже такой же пример о том, что куча же всяких там звезд, которые ходят под бронью, такие считают лидеры украинской мысли, эстрады, песни, души украинского народа. А ТЦК никто не замечает. Как вроде нет этой проблемы. Сейчас вот один Лубенец там что-то бьется, не знаю, что это за история, на как долго она продлится, по поводу издевательств. И вы так вспоминали выше сегодня про российских военнопленных, а уже признают, что условия содержания российских военнопленных в Украине
лучше, чем украинских мобилизуемых мужчин. Понимаете? И вот такая вот цена за молчание, а потом по ним прилетает. Точно так же прилетит и по российской оппозиции, которая вот, собственно... Слушайте, против нее уже прилетел. На самом деле мы обсуждаем, да, ситуацию, которая, ну, сдвинулась, там, съежилась до размера грецкого ореха, потому что ну, как, это же на самом деле вообще, это же, еще раз повторяю, это не проблема российской оппозиции. И даже это не проблема там, президента Зеленского, который там ее так унижал. Это проблема Европы, это проблема Запада, и это системная проблема, потому что вот это одна из важнейших вещей, которые я сейчас скажу. Потому что они имели не то что оппозицию, они имели проевропейскую российскую правящую элиту, которая интериоризировала установки Запада и которая западными ценностями текущими просто оценивала все. Этой западной, прозападной элите в 22 году сказали, что они недочеловеки. Причем им сказали даже не в лицо европейские чиновники, а наняли специальных людей, которые представлялись российским гражданским обществом и заявляли это типа от лица российского гражданского общества. Так что нельзя было даже там, ни с кем договориться, потому что отсутствовал предмет договора. И Да, вот когда российская правящая, деловая, чиновничья элита это поняла, то переворот, который на самом деле это принесет в будущую Россию, я сильно думаю, европейские чиновники недооценивают. понятно. Они не Так, понимают, что как бы... значит, Да. Мария, давайте в чат окунемся немножко, тоже уделим времени чату. Изменится ли Нет, позиция... Саш, извините, ради бога. Это вот Блиц называется, общение со зрителями. Блиц, это мой личный блиц, мой ответ на вопрос. Я вам как же Латынина может не рассказать и историю или из династии Цин, или из Пелопоннесской войны? Значит, на бит. 20 секунд. История из Пелопоннесской войны. Воюют, соответственно, Афины и Спарта, в том числе у Афин есть страшный враг, город Мегары, которого они друг друга ненавидят, и в какой-то момент в Мегарах образуется продемократическая партия, которая в пользу Афин, которая решает произвести в Мегарах переворот. Но как она его решает произвести? Во-первых, она сначала хочет впустить в гавань Мегар афинские войска, которые осаждают город, и более того, она это делает. Но ей это кажется мало, и предатели среди мегарских офицеров, они хотят сделать следующую штуку. Вот после того, как афинские войска уже вошли в гавань, а гавань соединена с городом длинными стенами, то навстречу этим войскам должны срочно отправиться мегарские войска, и вот эти вот предатели из числа мегарских офицеров, которые находятся на афинской стороне, они будут носить особые повязочки, и тут афиняне всех перебьют, а вот этих вот мегарцев, демократов, это была демократическая партия в Мегарах, оставят в живых. Вот как бы понятно, что и те, и другие эллины, но во время войны так делать нельзя. И я думаю, что мегарские демократы, после того, как они это попытались исполнить, они, кстати, первую часть марлезонского балета исполнили, они включили в... Да-да. Алло. Алло. Что? Вот Что вы случилось? вернулись, вы вернулись. Да, Звук да, пропал на секунду. да. Это не я вас отключаю, но тем не менее. Значит, вот такой вопрос. Изменится Короче, ли... не будьте мегарскими Не будем. демократами. Мария задает. Изменится ли позиция Украины и Европы после потери Константиновки, Славянска и Краматорска? И как? Ну, во-первых, до Славянска и Краматорска еще далеко после потери в Константиновке. Конечно, on the face value так сказать, не изменится публично. Скажут, что это стратегически неважный город. Более того, не изменится даже после потери Славянска и Краматорска, но при этом все будут понимать, что европейские чиновники имеют egg on their face, что они обосрались. Мгм. Вопрос. В чем цель Запада в войне против России? Развал? Если да, то почему при развале СССР они были против этого? Или какая-то другая у них цель? Ну, почему Запад был против развала СССР?
Ответ, что огромное количество там, всего, всех документов, в которых, например, мы видим по поддержке именно украинского западного движения ЦРУ, как раз показывает, что в ЦРУ, что совершенно естественно, пытались оседлать эту тему и пытались над ней работать, что совершенно естественно, когда вы имеете дело со стратегическим противником. Что же касается цели Запада, то вот я даже не поленилась. У меня здесь есть, то есть не поленилась, у меня случайно было открыто, но неважно. Статья в «Атлантик» 22 года, которая так и называется, что Россия должна распасться, Россия должна деколонизоваться. И вы не понимаете, писал автор, что на самом деле Россия, несмотря на то, что вот она распалась на эти 15 частей, она еще до конца не деколонизована, она состоит из автохтонных народов, которыми господствует совсем небольшое количество русских. Какой там белины объелся автор, я не знаю, но я просто к тому, что у USAID на уме, то авторов «Атлантик» на языке, и в 22 году мы видели как раз усиленное вот возникновение этого мема, что Россия должна распасться, деколонизоваться, Мгм. но просто обратим внимание, что в рамках мягкой силы концепция мегарских демократов, в рамках мягкой силы эту концепцию никогда публично не высказывал, условно говоря, Байден, а все время ее высказывали think-танки, все время ее высказывали разные несчастные колонизованные Россией народы, типа вот страны Балтии или типа, например, Украина. И, что особенно важно, ее высказывали представители вот этого российского гражданского общества. Да, Типа как в анекдоте «Последнее желание покойника». да, Юлия, вопрос. Кто, по-вашему, будет удерживать территории, которые захватит Россия, учитывая количество потерь? Удерживать? Удерживать. Ну, а кто удерживает сейчас эти территории? Кто удерживал, тут и будет удерживать. Смешной вопрос. Мгм. А кто, простите, будет эти территории отбивать, учитывая количество потерь? Лина Востроила, удары МПЗ России — это скорее удары по головам и мозгам россиян, наивность или безысходность проигрывающих? Как я уже сказала, это естественная военная тактика в ситуации, когда у вас на фронте не так хорошо, у вас появляется эта военная возможность, во время войны вы пользуетесь всем, что у вас подвернется под руку. Ну, вот кочерга подвернется, бьете кочергой. А в-третьих, как я уже сказала, это компенсация Запада, компенсация, прежде всего, европейская, за то, что нельзя компенсировать, то есть за нехватку живой силы украинской на фронте, из-за которой мы видим проблемы в Константиновке. И в-четвертых, как я уже сказала, опять же, Зеленский наконец понял, что не стоит ждать томагавков, а лучше что-нибудь в этом роде произвести. Это неизбежное следствие технического прогресса во время этой войны. Да, Скорее друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашей встрече. Юлия, спасибо за время и мысли. вам спасибо. Берегите себя, дорогие друзья. Всем добра и света.